В этом году вы сможете читать Достоевского, Толстого в оригинале. В этом году вы сможете знакомиться с разными людьми и общаться с ними на русском языке без проблем. В этом году вы сможете слушать, смотреть разные фильмы, новости на русском языке и все понимать. Звучит немного амбициозно. Я понимаю, что русский язык не самый простой, но если у вас есть конкретный план, что нужно делать, то я уверена, что вы сможете делать это и, может быть, даже больше. И поэтому я подготовила для вас видео, где я расскажу, что нужно выучить на каждом уровне, чтобы плавно, постепенно, но уверенно двигаться вперед. Поэтому давайте начнем. Меня зовут Ярослава. Это канал для тех, кто изучает русский язык. Включайте субтитры, и мы начинаем. Это видео я начну с самого первого уровня, самого базового уровня. Потом посмотрим, что нужно выучить, что нужно точно знать и в каком порядке, чтобы говорить и знать русский язык выше, на среднем уровне, и потом, как спокойно, свободно пользоваться русским языком. Я надеюсь, вы готовы, и мы начинаем. Итак, если вы только-только начинаете учить русский язык, вам нужно знать несколько самых базовых вещей. Это личное местоимение «я», «ты», «он», «она», «мы», «вы» и так далее. И как использовать эти местоимения с самыми базовыми глаголами. Какие глаголы нужно взять в самом-самом начале. Это, конечно, глаголы говорить, думать, знать, любить, хотеть, работать, отдыхать. Самые базовые глаголы, которыми мы пользуемся каждый день и которые мы используем каждый день. Значит, первое– это местоимение, второе– базовые глаголы и как они спрягаются, как их использовать. Потом, после местоимений и после глаголов обязательно нужно знать вопросительные слова. Кто, что, где, когда, сколько, почему и так далее. Так вы сможете делать свои первые предложения, свои первые фразы. Что ты делаешь, где ты работаешь и так далее. Это хорошая основа, это хорошая база. Следующее. Нам нужны цифры. Цифры от 1 до 100, до 1000, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. Потом нам нужно обязательно знать много разных существительных. И эти существительные должны быть в единственном числе и во множественном числе. Наверное, вы знаете, что в русском языке множественное число может быть разным, поэтому единственное число и множественное число. Следующие слова, которые точно нужно выучить на базовом уровне. Это базовые наречия. Как ответить на вопрос «где»? Здесь, там, слева и так далее. Как ответить на вопрос «как часто»? Всегда, редко, часто, нечасто, никогда. Вот эти слова. После того, как вы выучите вот эту базу, вы можете идти вперед. Что будет дальше? Дальше нас ждут падежи. И как мы начинаем учить падежи? Всегда первый падеж– это именительный падеж, вы его все прекрасно знаете. Потом обычно мы берем предложный падеж, чтобы ответить на вопрос «где?». Например, «где в Москве?», «где в школе?», «в магазине?». Это предложный падеж. Или чтобы ответить на вопрос «о чем ты думаешь?», «о чем этот фильм?», например. И мы можем ответить, тоже предложный падеж. Этот фильм о любви. О чем ты думаешь? Я думаю о работе, например. Это все предложный падеж. Следующий падеж, родительный падеж, чтобы сказать, чего у нас нет. У меня нет работы, у меня нет
телефона, у меня нет дома и так далее. Чего у тебя нет? Еще родительный падеж на самом базовом уровне нам нужен, чтобы говорить о числах. Мы уже знаем числа, мы знаем цифры 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И вы знаете, что с цифрами мы тоже используем родительный падеж. Например, одно яблоко. Что у меня есть? Например, вот одна фигура, но две фигуры, и здесь много фигур. Это все родительный падеж. Ну, одна фигура — это не родительный падеж, но 2, 3, 4 фигуры — это родительный падеж. И потом тоже родительный падеж. Значит, именительный падеж, предложный падеж, родительный падеж, потом винительный падеж. Нам нужен обязательно, чтобы говорить, что мы любим. Например, я люблю этот канал, я люблю пиццу, например. Чтобы говорить, что нам нравится, что мы любим, и вообще обо всех предметах нам нужен винительный падеж. Потом у нас остался дательный падеж. Дательный падеж нужен, чтобы вы могли говорить о том, как вы себя чувствуете. Это базовая функция. Ну, например, мне холодно или моему другу холодно, маме холодно. Мы не говорим «я холодно», мы говорим «мне». Нам нужен дательный падеж здесь. Холодно, страшно, интересно, скучно. Все, что вы хотите, как вы себя чувствуете, это дательный падеж. И последнее, как мы закроем эти падежи, это творительный падеж. И творительный падеж будет очень важным, когда вы будете говорить о том, кто вы или кем вы хотите быть. Я хочу быть учителем, я хочу быть доктором и так далее. Много-много разных функций. Русский язык не похож на английский язык, например. И если в английском языке вы можете выучить много-много слов, и на самом базовом уровне вы можете говорить без грамматики, то в русском языке это может получиться, но это будет выглядеть немного странно. Нам нужно очень много грамматики. Нам нужно 90% грамматики, чтобы говорить на самом-самом первом уровне. Поэтому, если на начальном уровне вы закроете глаголы, я имею в виду, как изменяются глаголы, это будет отличная база, вы будете использовать ее всегда. Итак, у вас есть эта база. Вы выучили все падежи, их базовые функции, вы выучили глаголы в настоящем времени. Может быть, не все идеально, но вы имеете представление, вы понимаете, что и почему и как. Что нужно учить дальше? Мы продолжаем с глаголами. Следующий пункт — это совершенный и несовершенный вид глагола. Аналогично, совсем не как во многих европейских языках, во многих славянских языках есть виды глагола, аспекты глагола. В русском языке они тоже есть. И это хорошо, что эти виды глагола есть, потому что тогда мы можем делать более интересные слова и добавлять больше оттенков в то, как мы говорим. Мы можем добавить больше смысла. Итак, нам нужно выучить обязательно разные виды глаголов. Вам нужны базовые пары. Потом, как использовать разные виды глагола, например, в императиве. Потому что если я скажу одному человеку «звони мне» или «позвони мне», то эффект немного разный. И нужно понять, когда можно использовать в императиве несовершенный вид глагола, а когда использовать совершенный вид глагола. И нужно понять, запомнить, как использовать разные виды глагола в прошедшем времени и в будущем времени, потому что здесь тоже есть разница. До этого момента, наверное, вы не трогали глаголы движения. Наверное, нет. И вы использовали только «я буду», «я хочу». То есть вы использовали не глаголы движения, чтобы говорить о движении. Сейчас самое время выучить эти глаголы движения.
Сначала мы берем глаголы движения без приставок, без префиксов. Потом добавляем разные префиксы, и их тоже можно учить в парах. Почему я советую учить глаголы движения после видов глаголов? Потому что в глаголах движения есть разные видовые пары, и без понимания видов глагола очень сложно понять, почему глаголы движения такие, какие они есть. Итак, после этого, после того, как вы выучили вот эту базу, я вас поздравляю, сейчас вы официально переходите на средний уровень. И, как я уже сказала, сейчас ваша жизнь будет проще, потому что вы уже выучили всю базу. Что нужно делать? Как я советую учить вот эти основные моменты, базовые моменты? Грамматика. Здесь нужно автоматизировать. Во-первых, автоматизировать с разными учебниками, пособиями и так далее, чтобы был автоматизм. Потом читать тексты, адаптированные тексты. Если вы только начинаете учить русский язык, если вы учите русский язык еще недолго, то я советую вам не идти и не смотреть, и не читать Толстого в оригинале, потому что это будет очень деморализующе. Нам это не нужно сейчас. Старайтесь сделать так, чтобы вам было весело. Нам нужно сделать так, чтобы у вас был автоматизм, чтобы были эти рефлексы, как у собаки Павлова. Может быть, вы слышали про этого ученого Иван Павлов, который делал эксперименты над собаками, и он выявлял эти рефлексы, он искал рефлексы у собак. И есть такой термин «собака Павлова», у которой уже есть рефлекс. В общем, нам нужно тоже быть такими собаками Павлова. Когда вы видите какую-то ситуацию, вам нужно понимать, как использовать грамматику в этой ситуации. Но я не хочу, чтобы вы думали, что все будет скучно. Конечно, нет. Вы можете смотреть разные видео, вы можете смотреть мои видео и так далее. И узнавать понемногу, что будет потом. Знаете, чтобы у нас есть выражение «аппетит приходит во время еды». И я уверена, что с русским языком это именно так. Аппетит приходит во время еды. Потом нам нужно идти дальше, чтобы потом читать новости в оригинале, чтобы читать книги в оригинале, чтобы смотреть все в оригинале. Нам нужно отходить от базового русского языка к такому продвинутому русскому языку. И чтобы вы не забыли, что нужно делать и когда, я добавлю файл с программой, с планом в свой телеграм-канал, поэтому заходите туда, скачивайте этот файл, пользуйтесь, а мы продолжаем. Итак, на следующем уровне, что нам нужно выучить? Конечно, сейчас мы делаем предложения более сложными. Для этого нам нужно выучить слово «который». Это слово, которое соединяет разные части сложного предложения в одно, чтобы наша речь была более длинной, более подробной, более детализированной. Потом, все падежи, которые у нас были, мы их учили, падеж и существительное. Сейчас нам нужно добавлять еще прилагательные. Тоже, чтобы наша речь была более детализированная, чтобы мы могли говорить больше разных вещей в одной фразе. Поэтому нам нужно выучить еще падежи у прилагательных. Следующий пункт. Нам нужно выучить не только, как использовать падежи в каких-то конкретных функциях, но еще их связь с предлогами. Например, с каким предлогом нам нужен какой падеж, чтобы делать разные словосочетания, и чтобы эти словосочетания были правильными. И из следующего, из такого сложного, это глаголы движения с приставками. В этот момент вы уже будете знать глаголы движения без приставок, вы будете знать разные видовые глаголы, и вы уже будете знать, какие есть приставки. Логично? Поэтому
Потом мы учим глаголы движения с приставками. Доехал, донес, переехал, объехал и так далее. Их много. И вот на этом уровне я вам советую от всей моей души. Я советую как можно больше читать разные материалы. Адаптированные, неадаптированные. Слушать что-то адаптированное, неадаптированное. Общаться с как можно большим количеством людей, чтобы использовать то, что вы уже выучили. И, конечно, я не могу не сказать, если вы хотите общаться со мной и с другими людьми, кто изучает русский язык, и вы хотите смотреть мои вебинары, участвовать в них и так далее, то для вас есть подписка. В описании будет вся информация. Я надеюсь, что этот план вам поможет в этом году говорить больше, говорить лучше, говорить свободнее. И да, не забудьте его скачать в моем телеграм-канале. И до скорой встречи в новых видео. Все, всем пока!